Наконец-то! Привет, дорогие друзья! Скучали по нам? С вами ваш привычный голос за кадром. И сегодня у нас небольшой обзор на одну очень крутую новинку, над которой мы много работали – огненное сердце. Что же такое огненное сердце? Это небольшая инсталляция, которая устанавливается на штатив. Предварительно сердце замачивается жидким парафином. Далее сердце поджигается, горит красиво и ярко в течение нескольких минут. Данный огненный реквизит очень востребован на свадьбы, в моменты предложения руки и сердца, годовщины. В общем, всегда, где есть теплые чувства, признание в любви и желание приукрасить трепетный момент. Самым главным плюсом нашего огненного сердца является удобство работы с ним. Вам потребуется стандартный универсальный штатив. Да-да, тот самый, для вертушек. Жидкий парафин и, собственно, сердце. Кладем сердце на землю и аккуратно замачиваем. Пусть полежит несколько минут, и можно устанавливать его на штатив. Для этого необходимо просто просунуть верх штатива в нижнюю часть входной трубки сердца. И готово. Болтиком фиксируем. Вот так. Да, супер, вы прекрасны. Подпаливание сердца лучше всего осуществлять с помощью факела. Специально для таких целей у нас в продаже есть факела, сердечки. Длинные факела, короткие. В общем, все есть. Опционально к такой инсталляции можно добавить дорожки из фонтанов, вертушки и вообще все что угодно. А теперь перейдем к вкусному и мощному. Если пропитать обычное сердце цветанолом, то вау-эффекта не будет, так как классическое огненное сердце делается так, чтобы оно горело длительное время на жидком парафине или керосине. А вот для цветанола нужного эффекта, именно яркого горения, оно не даст. Поэтому для цветанола мы разработали специальное огненное сердце. И вы сейчас можете наблюдать, как круто оно горит. На этом и последующих роликах мы замачивали сердце цветанолом Pure. Теперь это смотрится очень красиво. Даже мы смотрели с огромным упоением. Пропитывать сердце цветанолом Long, конечно, можно, но он сделан, чтобы гореть дольше, и цвет будет хуже. Предугадывая ваш первый вопрос, да, это сердце можно замачивать керосином, и гореть оно будет с эффектом пожара, что вы сейчас и наблюдаете на видео. Можно ли это использовать? На наш взгляд, слишком сильный огонь. Это тоже плохо. С жидким парафином будет немного лучше, только много лить его не стоит. По цветанолу обращаем ваше внимание на одну очень важную особенность. Нельзя производить замену цветанолом на сердце. То есть, если вы прожгли сердце на зеленом цветаноле, а потом замочили красным или синим, то будет оно гореть либо зелено-желтым, либо фиолетовым. Будет происходить смешение цветов. Можно использовать следующую схему. После красного можно пропитать сердце зеленым или синим цветанолом. После синего или зеленого другими цветами не замачивать. К сожалению, таковы особенности применения цветанола. В идеале, конечно, иметь под каждый цвет отдельное сердце. Минутка техники безопасности. Не замачивайте сердце ничем, кроме жидкого парафина или хорошего керосина. Для цветанола лучше использовать специальное сердце. Не замачивайте никогда сердце бензином или white спиритом. В идеале использовать только жидкий парафин. И вы скажете почему? А все просто. Если невесте вы закоптите платье дешевым керосином или солярой. Да-да, и такое бывает с некоторыми индивидуумами. Жених будет вас долго бить. Не замачивайте сердце прямо на штативе. Перед каждым использованием осматривайте штатив и сердце на предмет дефектов, возможных поломок. Сердце сделано из керамоволокна. Тушить его не надо, пусть спокойно догорит само через 10-15 минут. Как остынет, можно снимать его со штатива. На случай ЧП возите с собой огнетушитель или огнеупорный фетр. Перед первым использованием сердце необходимо прожечь, собственно, как и любой другой реквизит. И не пытайтесь его крутить. Спасибо за внимание.